Приветствую вас, дорогие друзья! На связи, как всегда, Анатолий. Сегодня вместе с вами мы рассмотрим базовый гайд для новичков и малоопытных властителей в игре Юмир, а именно 10 советов, которые помогут сэкономить ваше время в освоении этой замечательной игры. Данная информация актуальна для версии 0.1.0.9, но не думаю, что в дальнейшем механика игры претерпит существенных изменений. Ну что же, поехали! Итак, стоит начать с основы основ и напомнить, что хоть мы имеем дело с нечто новым, переходящим вариантом между реал-тайм стратегией и ММО, это в первую очередь песочница, в которой есть только одна банальная цель – стать первым среди всех. А вот путей достижения этой цели у нас просто десятки, если не сотни. Но с чего же начать? И мой первый совет – не торопитесь. Не торопитесь зайти к друзьям на сервер, начать игру в мультиплеере и наделать кучу ошибок, которые позже придется восполнять неделями реального времени. Да, если у вас есть опытные друзья, это здорово, но не думаю, что абсолютно все играют в Юмир командами, поэтому, повторяю, не торопитесь. Советую создать свой одиночный сервер, ибо русскоязычная комьюнити по Юмиру на момент публикации видео еще крайне неопытна, и учиться на чужих ошибках банально не выйдет. На сайте не рекомендую одиночку. Плюсом данной идеи еще является то, что в мультиплеере у вас 4 раза замедляются все игровые процессы, такие как добыча ресурсов, восполнение потерь очков в передвижении и вообще всего. Поэтому, как я и говорил ранее, любая ошибка обойдется очень и очень дорого. А в одиночке противоположная ситуация. Все ускорено в несколько раз, и благодаря этому цена ошибки крайне невелика. Но выбор, где основать свое первое поселение, как всегда, за вами. Предположим, вы уже поиграли в одиночный режим, выполнили пару квестов, имеете общее представление о механике игры, но суть Юмира раскрывается в его мелочах, поэтому второй мой совет – выбор локации. Сразу замечу, если у вас есть друг, который уже играет на сервере, то вкладка «Появиться близко к персонажу» – ваш верный друг. Вводим правильно ник, а далее и код приглашения, который находится в интерфейсе вашего друга вот тут. Но что делать, если друзей нет и помощи ждать не от кого? Мы уверенно жмем кнопку «Присоединиться», выбираем понравившийся сервер и сперва при создании персонажа в меню выбора климата рекомендую убрать все, кроме умеренного или тропического. Почему? Дело в том, что умеренный климат – самый благоприятный климат для развития новичков. В него входят 4 климат-зоны, которые имеют большой набор аграрных культур и животных. Но есть и один существенный минус. Это огромная конкуренция игроков за ресурсы в данной зоне. Так что готовьтесь оспаривать каждый клочок земли. Тропический климат уступает по площади умеренному, но 100% у вас будут клетки с хорошей плодородностью. Да, он не такой продуктивный, как умеренный, но в нем и меньшая конкуренция из-за меньшего спроса игроков. Что выберете? Как вы могли наверняка заметить, в игре есть несколько типов стартов, но я все время выбирал лишь один – кочевое племя. Именно такой старт поможет раскрыть все аспекты механик Юмира, да и в будущем вы и сами не пожалеете о своем выборе. В начале игры во главе кочевого племени вы появляетесь на территории с минимальным набором самых необходимых ресурсов и месторождений, поэтому третий совет звучит так. Лучше не рисковать, бегая по карте в надеждах найти что-то получше, а основать первое поселение в стартовой клетке. В начале игры вам дается бонус к скорости пополнения ОД, очков движения, поэтому вам необходимо создать отряд разведчиков и эффективно использовать этот бонус, то бишь четвертый совет – разведка равно успех. Чтобы создать небольшую банду свинюшек, вам необходимо найти вкладку New Formation, выбрать область для лагеря и создать необходимый отряд. На старте рекомендую использовать воинов с дубинками. Далее необходимо пробежаться вокруг вашего поселения, заприметить хорошие клетки, заприватить их, нажав в действиях отряда Claim, открыть как можно большее пространство вокруг своего поселения и начать контактировать с другими игроками. Забавно, что каждый игрок сам волен решать, кем ему быть в мире Юмир, поэтому не удивляйтесь встретить агрессивного соседа, который готов захватить город новичка ради забавы, но в этот раз, как видите, мне повезло. Ну и завершает нашу пятерку советов один из важнейших аспектов игры – рост населения. Поначалу даже не пытайтесь всеми силами обеспечить постоянный рост, все равно не получится, ведь для этого необходимы определенные науки. Но на первых порах все же можно кое-как поспособствовать развитию поселения. Займите такие места с ресурсами, как вода, для этого постройте водокачку, если вы не на реке, не на берегу моря, а далее ищите запасы пищи. Подойдут любые растения вроде морковки, яблок, риса и вообще всего чего угодно. Ищите животных и ставьте лагеря охотников, начните добывать кремень и дерево, а немного позже постройте мастерские для производства примитивных инструментов. Все это поможет хоть как-то поддерживать уровень населения на некоторое время. Через 24 или 48 часов в светлые умы ваших подданных снизойдет идея о создании колодцев, и уже будет куда легче, а там и технологию агрокультура долго ждать не придется.
как раз пригодятся ваши пищевые запасы для посева первых полей. Вот и все, друзья. Мы разобрали вместе с вами 5 основных моментов, которые помогут вам в правильном освоении замечательной игры Юмир. Для вас прошло каких-то 5 минут, а для меня 9 часов кропотливой работы. Буду признателен за палец вверх и подписку, друзья. А если наберем сотню лайков, следующая серия советов будет готова в кратчайшие сроки. А для тех немногих, кто досмотрел видео до самого конца, вот бонус. Один из красивейших городов закрытого теста Юмир. А для вас старался Анатоль. Всем пока.